Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас очередной телемост между Москвой и Сан-Франциско. В гостях у нас Рустам Яваев и Александр Котовщиков. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, привет. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать, в первую очередь поблагодарить Рустама за песню, которую он подарил для нашего канала. Это «Куземном карасе». Мгм. Вы знаете, такое великолепное исполнение. Я хочу сказать, что Рустам Яваев татарин по национальности, живущий в России, никогда не был в Казахстане. Вы не были никогда в Казахстане? Был. Был. Ага. Ну, Ну, я могу сказать, что я родился в Астрахани, а у нас Астрахань достаточно многонациональный город, и казахи, у меня очень много друзей казахов, и мы часто встречались именно на праздниках, вот именно восточных праздниках. У нас очень много проходит фестивалей, праздников, и казахская музыка, она мне очень близка, именно народный мелос. Вот. Но вот эта песня меня, конечно, поразила в исполнении Эрика Курмангалиева глубиной, во-первых. И в этой песне он сказал все, что в его жизни происходило, что он пережил, какие потери у него в жизни были и так далее. И мне не хотелось бы, конечно, копировать Эрика в этой песне. И я спел ее вот в собственном таком состоянии интерпретации, то, что у меня накипело в душе. Вот. Насколько это получилось, насколько это интересно, это судить зрителя. Вот. да, Но эта песня была посвящена моему другу Эрику Курмангалиеву. да, но мы хотели бы еще отдельное спасибо сказать Гухаровой Ларисе, которая предоставила стихи, посвященные Эрику Курмангалиеву. Я их также ставила в видео, поэтому ей отдельная благодарность.
Gezemnen karası könlümün sodası metteyde eştege aşıktık jarası betteyde eştege aşıktık jarası Kazak'tan danası Joselikin ağası Bar demezsen deber adamın balası Bar demezsen deber adamın balası Сегодня мы говорим о Бахе. Мы эту тему не случайно затронули, потому что вот когда я спросила у Рустама, на какую тему, Рустам однозначно сразу же мне ответил Бах. Бах. Да, Бах. Вот я хотела бы сказать вам, да, вот я готовилась к этой передаче, как обычно я готовлюсь. Мое вот такое видение Баха. Я считаю, что Бах все-таки он такой вот народный композитор. Почему? Потому что вся его жизнь, если рассматривать с точки зрения того географии, во-первых, он проехал множество городов, в которых он жил не 1 и не 2 года. В каждом городе, я считаю, что каждый город был наделен какой-то своей, наверное, атмосферой, которая, естественно, так скажем, повлияла на него. И вот это все отразилось в его музыке. Как вы считаете, он народный композитор? Но теперь уже, вот, как, знаете, в литературе говорят, что Шекспир — это наше все. Вот в музыке мы можем тоже сказать по всему миру, что Бах — это наше все. Да, так что, наверное, можно сказать, что народный. Хорошо, а вот я опять же скажу о том, что когда я готовилась, я обратила внимание, что Бах совершенно не писал для контр-альта. А вы мне видео скинули, где вы поете контр-альт. А вот скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если Бах был сейчас узнал бы, что его... Во-первых, он не то, что не писал или не писал, он писал для юношеских детских голосов. В том числе. А что такое юн? Это дисконтент-альты. Это еще домутационный период, именно подростковый, когда еще подросток не достиг мутации голоса. И тогда было не принято, опять же, вот мы говорим о контрсорах, кастратах, вот в ту эпоху было не принято, не допускались женщины, когда пели в церквях. И Бах и использовал такие голоса. И я думаю, что это
для того, чтобы показать чистоту, потому что детский голос – это самый чистый по интонации и такой бестембровый, я бы так сказал, чем уже после, допустим, у взрослого человека. И Бах очень не допускал каких-то излишеств вокально-технических сложных в диапазоне. То есть если он писал для альта, а альт читается детским голосом, да, он писал определенный диапазон. Если он писал с сопрано, значит, он писал определенный диапазон для сопрано. Понимаете, да? Поэтому вот для меня Бах, вот я как певец и как педагог, я всегда считаю, что певца надо учить культуре, технике именно на музыке Иоганна Себастьяна Баха. Тогда все остальное для певца не будет сложностью в исполнении, если он пока не научится петь такой пласт, как музыка Баха, кантатно-ораториальный.
Кстати, в клавирной музыке та же история у Баха. Очень удобно учиться на его произведениях, вот, на маленьких людях, фугах, инвенции Баха. Когда ставятся руки, он почему-то очень писал с точки зрения как бы такого удобства. Вот правильно. Вот у Скарлатти, например, это почти один и тот же период, такого нет. А вот у Баха я даже сам иногда когда разыгрываюсь, и когда что-то там не занимался, или я вот что-то сижу, Баха играю, потому что все под руками, все удобно, и при этом еще гениально по музыке. Вот такой вот был. Ну вот, Рустам, вы закончили какое отделение в консерватории? Я вообще учился, у меня дежурское отделение было в училище, закончил педагогический университет, музыкальный факультет, я закончил. У меня было общее образование, в том числе сольное пение, вокал. И я всегда вот в госэкзаменах, я одну арию старинную я исполнял Баха. Аспирантуру я закончил тоже, да, но я всегда пел Баха. И вообще в моем репертуаре мы с Сашей делаем постоянно концерты Баха. Я прихожу, допустим, распеваясь на музыке Баха, Да, кстати. за год, вот моя, вот, так, нам она уже надоела, говорю, может, что-то новенькое? Нет. Я говорю, мне она очень вокальная, и она не распевается, потому что сразу весь диапазон идет. Вот. Поэтому для меня Бах это, ну, наверное, как для вокалиста, это композитор номер один, хотя я очень всеядный и люблю многих композиторов. Но для меня вот Бах, наверное, первый композитор, который открывает, до сих пор для меня открывает какие-то новые грани в музыке. Это, мне кажется, очень, очень, очень важно для музыканта, когда ты каждый раз, исполняя ту или иную кантату, которую ты поешь. Вот мы с Сашей, например, очень любим кантату 82-ю. Она достаточно известная, и Хада Бенукс меня достаточно. И мы ее очень много работали над ней. И лет 15, да, 20 тому назад мы ее делали. К ней, да. Возвращались к ней. Да. И каждый раз мы находим что-то новое вот в этой музыке. Какие-то технические приемы мы находим, вокальные какие-то определенные моменты, вот, допустим, подголоски, в полифонии, да, и каждый раз мы что-то новое находим. Поэтому вот для меня Бах – это вот бесконечный процесс открытия, бесконечный процесс. Что не скажешь, допустим, о другой музыке, когда ты уже хорошо сделал все, и на этом как бы можно остановиться, но там корректировка есть, конечно, но вот Бах – это постоянный поиск, постоянное новое, да. Да. Вот, поэтому мы всегда исполняем Баха, и, насколько я знаю, Эрик Курмангалиев тоже очень любил композитора Иоганна Себастьяна Баха, и, конечно, он великолепно пел и «Страсти по Матфею», и у него есть несколько записей лицензионных, где он пел, и также он пел и пасхальную ораторию, он пел альтовую арию.
Так что вот Бах – это, как я всегда говорю, это вселенная для музыканта, которую ты всю жизнь будешь как бы достигать, всю жизнь будешь формировать это все. И для меня это хорошая как бы школа, потому что Бах учит и культуре исполнительской, и вокально-техническим определенным сложностям, где там большое дыхание, допустим, вот ария Петра Эрбарна Дих. Это одна из сложнейших арий для альта. Понимаете? И не у каждого она хорошо, прекрасно получается. Потому что заключается в чем? Сразу идет диапазон. Сразу ты должен уметь делать нюансировку. Да? А потом учтите, что строй баховский у нас повысился. А раз строй повысился, это уже технически сложно для вокалиста. Тесситурно, да, Тесситурно, понимаете, это стало высоко. А при этом музыка должна звучать очень мягко, полетно. Нужно обязательно не кричать ее, да, потому что там идет этот плач Петра, да, и так далее. Ну и, конечно, дыхание, большое дыхание, уметь удерживать на 4 такта именно дыханием. Это тоже не все, к сожалению, могут. Поэтому Бах – это высший пилотаж исполнительской культуры для вокалиста. И вы заметите, что в репертуаре в мировом на самом деле не так уж часто появляется произведение Баха, тем более монографические концерты, посвященные Баху, потому что действительно она требует от тебя вот в комплексе всего. И понимание, что, да, собственно, о чем там, и технические, конечно, всякие трудности и так далее. Вот участвуя на многих конкурсах, да, потому что на конкурсе обязательно нужна старинная ария, там, из кантата, оратории. В основном все берут Скарлатти, Перголези, редко певцы, которые поют Баха, редкое исключение, потому что действительно Бах – это композитор, где действительно ты должен показать уровень, такой вокальный лакмус, уровень. Лакмус, да. да. В основном Гендель. Вот я могу сказать, что Гендель намного легче петь, чем Бах. Как он не то, что понятнее, да, а как-то вот... Он вокально легче. Да, легче. да. А Бах нет. А знаете, почему еще? Потому что вокалисты, они обучены петь только свой голос и слышать свой голос. А здесь очень важно слышать не только самого себя и свою вокальную партию, но и слышать полностью полифонию, которая идет от оркестра, аккомпанемента и в нее встроиться. Да. И в нее встроиться. Понимаете? То есть вот такое созвучие полифонии, где ты один из голосов вокальных, не просто ты голос важный сольный. И главный, сольный, а один из голосов, который ты должен, в принципе, услышать и вести, и переплетаться вот с аккомпанементом. Вот я помню, мы с Сашей, когда делали 82-ю кантату, я говорю, слушай, какой у тебя красивый здесь подголосок, а можно я уберусь? Потому что действительно у Саши там такие красивые подголоски в аккомпанементе. Ну как это можно не услышать, как это можно не встроиться в эту красоту, понимаете? Вот, поэтому это очень интересно. Вот если вот так к такой музыке относиться,
Вот. Это, конечно, очень интересно. Вот Баха. И потом они тренируют ушки. Понимаете, у вокалиста вот вся проблема – это ушки. Надо очень хорошо слышать, ансамблево слышать каждый голос полифонии. Ну, такое отношение к Баху было не всегда далеко, потому что, когда он умер, к сожалению, вместе с ним и умер мода на этот стиль полифонический. И уже стали писать, там же классицизм вовсю. Сначала там немножко этот А был. вы немножко расскажите про полифонию. Не все А? знают, что такое полифония. Можете рассказать немножечко? Полифония, ну да, это сочетание нескольких полноправных голосов. То есть 4 голоса, 5 голосов, фуги, да, вот как пишут. Да. Есть 8 голосов. Знаменитая история с Моцартом, когда нельзя было вносить одно очень трудное полифоническое произведение в церкви, ни ноты, ничего, а у него же был гениальный слух и память. Он пришел, услышал один раз, вышел и дома записал по памяти эту восьмиголосную, там сколько-то было, фугу. Чем не нарушив запрет церкви на выносе этой фуги. Я хотела бы задать вам вопрос, Александр. Вы прекрасно знаете Святослава Рихтера. И более того, с ним встречался. У меня даже где-то есть автограф его. Да, вы знаете, что он очень любил Эрика Курмангалиева и даже делал специальные концерты вместе со своей супругой Ниной Дерляк. Нина Дерляк говорила об Эрике Курмангалиеве вот именно в понимании того, как поет Эрик Курмангалиев Бах. Она говорила, небольшим звуком проникновенно и точно попадает в исполнение произведений Баха, говорила Нина Дерляк о Эрике Курмангалиеве. Вот я думаю, Эрик Курмангалиев в свое время мечтал работать в Большом академическом театре, но никак ему это не удалось. Нина Дерляк всегда говорила, будь скромным, не говори о себе, что у тебя уникальный голос, просто говори, что я мастер. Вот. Может быть, это и была одной из причин того, почему он не попал в Большой академический. Может быть, это время было какое-то особенное. Может быть, как-то негативно относились в то время к контртенорам. Вот у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот что поменялось за это время? Почему сейчас, вот я извиняюсь, конечно, Рустам, вы являетесь солистом Большого академического. Что поменялось за это время? Почему вот такое вот произошло изменение как контртенорам за это время пока вот? Ну, смотрите, на мой взгляд, ничего особенного большого не изменилось. Смотрите, когда Эрик начинал, в нашей стране культуры пения контртеноров, конечно, не было. И потом, с точки зрения того, как наша страна развивалась, вдруг появляется мужчина, который поет таким голосом. Ну, это с точки зрения даже обывателя, типа странно.
и взять в штат Большого театра такого певца, ну, то есть это вообще было невозможно. Они не знали, а какой репертуар, учитывая Большой театр. Хорошо, Ваню, там, Ратмира, ну, могут петь, но это все, это же обойма, ты же там как винтик в механизме. Тебя должны постоянно задействовать на всякие там спектакли, да, не только то, что, ну, там, Ну, тот же, под тебя... секундочку, Да. не только Ратмир, Да. да. Даже Рустам, он же является, как другие, вот, да, приглашенным солистом Большого театра. Что это значит? Тебя пригласили на проект, ты являешься уже приглашенным солистом Большого. В штат тебя не берут. Не У берут. нас нет ни одного контртенора в стране, который работает в штате какого-то Есть. У Кто? нас есть Артем Крутько, это Каком мой коллега, оперном? он работает в Челябинском оперном театре. Ну, хорошо, все равно это как исключение, которое подтверждает опять же правила. Просто человеку повезло, я считаю. Да. Вот. Очень, очень хороший контртенор. Он поет там по 5 или 6 партий. Вот. И, в принципе, ну, вы знаете, это, мне кажется, вот ментальность наша такая, вот до сих пор, она идет от того, что у нас нет конкретного репертуара, который мог бы петь контртенор. Рустам имеет в виду в списке, ну, у нас же репертуарный театр, вот идет там, например, 10 опер несколько лет подряд, и все, вот. Это же дорого. У нас все театры ставят под одно, понимаете? Вот Аида, Риголетто, Травиата, Бал Маскарада и так далее. И все театры во всей России ставят одно и то же. Меняются только режиссеры и декорации. Понимаете? Все. Вот основной контекст, Тоска и так далее. Я прекрасно отношусь к этим операм, великая музыка и так далее. Но чтобы поставить какую-то редкую оперу Сальери, Моцарта, Генделя, и даже вот мы сегодня говорим про Баха, и я просто знаю, что у Бах не писал оперы, но Бах писал музыкальные драмы. Пассионы. Музыкальная драма на мифологический сюжет. И Эрик пел кантату 201, по-моему, он пел Меркурия. И это тоже можно сделать на сцене. Театрализованно, понимаете? Потому что там используется светский текст, не духовный. У него есть Геракл на распуте, у него есть такая кантата. Вот. То есть музыкальные драмы он писал. Кто об этом знает у нас из музыкантов? Никто. Понимаете, поэтому у нас, вот, к сожалению, театры ставят только то, на что люди купят билеты. Да. Что-то новое поставить, допустим, в России. Вот Эрик прекрасно пел Танкреда. Да, и почему бы и не поставить прекрасную оперу Танкреда? Нет. Потому что люди не купят билеты. Это надо делать очень дорогую, очень весомую рекламу, чтобы народ пошел. Ну а потом исполнители, где найдутся такие исполнители-виртуозы с прекрасной техникой, потому что эта музыка рассчитана только на виртуозов. Настоящий бельканто. Настоящий бельканто. А у нас школы такой все-таки, ко всему уважению к вокальной русской школе, да. Нету. Потому что нету, эстетические вот, другие были, да, пути. Поэтому вот в этом и сложность заключается. Я думаю, что Эрика не взяли только по тем, что он исключение из всех правил, которые вот было в советское время. Он вопреки всего этого был. Плюс понимаете? тут еще очень важный момент такой личностный, именно то, что связано с Эриком. Эрик никогда не хотел на себя брать ответственность за весь коллектив. Да. То есть работать в коллективе, и чтобы от него, как солиста, зависела вся эта махина, и он это в интервью говорил, и в личных беседах, вот ему это претило. Он такой вот характер, ну, вот одиночка, да? Такой скорее даже филармонический, или вот на какой-то проект один пригласите, он споет, конечно. А так, чтобы работать прямо в театре, мы возвращаемся сейчас к вашему изначальному вопросу, тут видите, сколько много подводных камней, которые вот не позволили этому случиться. Вот почему.
Ну, вот вы, например, Рустам, сказали, что певец — это проповедник. Это так? Да. Да. А, И не только я, и Эрик об этом говорит всегда. а что значит надо публику воспитывать, вы сказали вот так? Что это значит? Воспитывать, ну, потому что публика в основном, она вот приходит и хочет получить удовольствие. Просто удовольствие. А вот для меня, я хочу, чтобы публика услышала, во-первых, неизвестную музыку, потому что я, в принципе, ну, наверное, я эгоистичный человек. Я вообще программу всегда подбираю под себя. Я хочу много что успеть, как исполнитель, как человек, как личность. И поэтому я всегда формирую программу, ту, которая мне интересна лично, мне самому. Не та, которая пойдет в обиход, где я хорошие деньги заработаю, где приведет публика. Я об этом даже вообще не думаю и не думал никогда. Для меня главное – это умение самому вырасти на этой программе, развиться как исполнитель. Я думаю, как и для Саши. Ну, конечно, да. Понимаете? Ну, сколько слов можно слушать, например, гениальную оперу Руслана Людмила «Глинки». Гениальная опера, вот, реально гениальная. Но кроме этого, есть другие русские, если мы говорим о русской культуре, там хорошо Россия, можно сказать, что это не наша культура, там, да, не российская. Но русских там произведений очень много не ставится. Мирон Рубинштейна, Да. там еще, ну, Да. куча, масса литературы, как бы, ну, а сколько может? Поэтому, Рустам, я согласен, что хочется открыть людям подлинно прекрасное, но незнакомое. Знаете, у меня вот случай был, который, может быть, сейчас то, что сейчас о чем говорит, проиллюстрирует. Я был однажды на исполнении мессы, реквиема Моцарта на БЗК. Передо мной сидела одна женщина, которая знала, видимо, только одну часть этого сочинения гениального, «Лакримозу». Так вот, она все время болтала. Как только наступила лакримоза, она тут же развернулась, у нее прилились слезы, и она говорила: «Боже мой, как я люблю эту музыку». А Кирилл Элейсон ее до слез не доводит только по одной причине, потому что она этого не знает. А музыка прекрасная. А лакримозу она 1000 раз слушала, поэтому она ей нравится. Понимаете, вот все так вот. Поэтому вот для нас, как для исполнителей, главное это, конечно, чтобы публика развивалась. Понимаете? Вот. Она 10-й раз услышит того же Сальери, кто Рустам, да, Да, любит и да. исследует. На 11-й она поймет, что это прекрасно, потому что Да. это действительно качественная, Да. гениальная музыка. Поэтому вот для нас, наверное, как для исполнителя, важно наше, естественно, развитие, потому что мы развиваемся и вокально, и Технически в том умственно, и числе, все, да. да. Также и для меня важно именно показать данную программу, чтобы люди услышали вот эту прекрасную музыку. Для чего там мы тогда тоже поем, да. Вот. Поэтому, мне кажется, и вот миссия певца, и Эрик тоже об этом всегда говорил, поэтому он всегда брал вот такую редкую, незапетую музыку. И я с ним полностью согласен. Потому что всегда легко петь один и тот же Стабат Мата в Перголезе, Да, понимаете, да. который уже гениальная музыка, но я уже не могу это. Понимаете, мне это все потолок для меня, потому что я за свою карьеру 30 там, с хвостиком, я ее напелся так, вот, что других стабат-матеров нет. Понимаете, вот певцы тоже такие немножко узкого плана, что они не ковыряются, они не смотрят, они не интересуются. Понимаете, вот что дали, ну и прекрасно, мы это споем. А не дадут, а мы искать не будем. Ленивые. У пианистов то же самое. Понимаете? Поэтому вот для меня важно постоянный
процесс работы – это поиск, нахождение. Обязательно нужно это выучить. Даже Сашу достаю, говорю, давай это споем, давай вот это, давай вот это. Потому что это интересно. Жизнь, понимаете, она же очень интересная. Многоликая. Многоликая, Гораздо больше, конечно, чем мы конечно, думаем. конечно. И, кстати, возвращаясь к теме нашего разговора, ведь помните, я начал говорить, что это столетнее, как говорят, там, молчание Баха великое, там, ну, не 100 лет, ну, да, ну, почти 100 лет. Почти. Ведь тоже его знали кто, например, в начале 19 века? Только композиторы, которые занимались профессиональной музыкой. Бетховен, Моцарт изучал, да, фуги Баха, ну и так далее. Эти композиторы великие, которые потом подлинно стали великими гениями. А общая публика, они почти понятия не имели, кто это такой Бах, естественно. И нам сейчас кажется это странным, что как такую музыку велика. А вот, помните, я говорил вначале, что мода прошла, и его забыли, он умер, и все было забыто. Даже его сыновья, вот особенно это Випивоха, который был, вот, там же существует свидетельство, что чуть ли там он не селедку разделал на партитурах своего отца, которые достались в наследство, да, потому что к этому отношение было обычно, ничего выдающегося. Даже его коллеги Баха при его жизни считали его книжным червем, потому что он хорошо владел музыкальной наукой, всей технологией, и поэтому модные композиторы были в то время другие. А вот когда прошло время, и Феликс Мендельсон Бартольди в 1829 году вытащил на свет партитуру «Страсти по Матфею», немножко ее переработав, и не целиком, потому что она же огромная, эти псионы. И вот с этого момента, когда публика европейская в эпоху романтизма услышала эту гениальную музыку, вот с этого момента потихонечку стали собирать его ноты, образовали Баховское общество, которое, их там два было, да, Баховское общество первое просуществовало до конца, до 900 года, и они важную штуку сделали. Они стали собирать партитуры Баха из королевских собраний, из частных собраний, и они сделали такое первое полное собрание сочинений, издали, но это происходило в течение 50 лет. Вот они в 900 году закончили последний том, и общество распалось. Изначально там и Роберт Шуман входил в это общество, другие музыканты и теоретики Германии. И потом сделалось новое Баховское общество в 900 году тоже в Германии.
И они тоже делали переиздание, потому что ходили же новые партитуры. Наука шла вперед, баховедение шло вперед. И последнее издание, это делало такое издательство Беренрайтер. Вот это на сегодняшний момент это самое актуальное, самое крутое издание, полное собрание сочинений Баха. У них там что-то порядка 70 томов с научными комментариями. Ну, самое достоверное, я бы сказал. наверное. Самое достоверное, потому что все первые источники хранятся в Берлинской библиотеке, в Лейпциге, в Баховском архиве. Это очень интересно. Манускрипты, да, ты имеешь в виду? Манускрипты, да? Ну, манускрипты, Мгм. первые издания, потому что его на самом деле не очень много издавали. И при жизни-то, а уж после смерти, только вот то, о чем я говорю, да, рассказывали. И я когда переводил научные статьи из этого издания, в принципе, про баховский архив, это очень интересно. Бах в то время, когда он писал чернилами свои ноты, ну, химия тоже идет же вперед. Да. И в состав этих чернил входило одно вещество, которое со столетиями, десятилетиями разрушает нотную бумагу. И вот где-то послевоенное время эти головки нот, они стали просто выпадать. Это заметили. Потому что изначально, знаете, как они делали? Они все баховские партитуры перекладывали тончайшей шелковой бумагой в надежде, что это эрозию как-то вот прекратит. Но это не прекратило эрозию, поэтому поступили проще, с одной стороны, но и сложнее. Они стали, это издательство, делать такие точнейшие, очень дорогие факсимильные копии первоисточников. А первоисточники, все манускрипты, все его рукописи, каждый листочек отделился отдельно от издания, либо там от тетради, и помещался в кофр. И сейчас все это хранится таким образом, то есть это открывается крайне редко, чтобы вот сохранить столетия и на всем потомкам. Но они делают эти факсимильные копии потрясающего качества. То есть там можно и цвет бумаги, фактура бумаги, все помарки баховские, там чай где-то он разлил, или кофе, что-то пили. Все это. Или пиво. Или пиво, да, что он любил. Они создают вот эти вот факсимильные издания чудесного качества. Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und Weg sein eigen möchte sein. Im Glauben halte ich hin, dass ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lass uns mit diesem Monat ziehen.
Вот вы сказали, Александр, что, оказывается, встречались со Святославом Рихтером. Мне Надерля говорила об Эрике Курмангалиеве, что у него совершенно уникальный голос, и что у него наверху это меццо-сопрано. И вот что она очень благодарна казахскому народу за такого прекрасного мальчика, как она говорила. Потом поехали мы в Голландию на конкурс международный певцов. Он произвел фурор совершенный. Все члены жюри ко мне подходили и говорили, что это такое? Потому что всегда бывает 3-4 контртенора на международных конкурсах. Но это такое жалкое впечатление. Такие они все бедненькие, такие, никогда никто из них не проходил. Не только в финал, но и на второй тур скатывались с первого тура. Эрик невероятно понравился и ушел с большим количеством баллов прямо до финала. А на финале одну вещь он не так удачно спел. Он шел на первую премию, но первую премию не дали никому из мужчин, и он получил вторую премию. Чем был огорчен, невероятно. Мы не знали с пианисткой вообще, как его утешить и как ему доказать, что это, в общем, первая премия, потому что до него никто не получил. Первый никому не дали. Но там была, думаю, что она немножко испортила погоду, француженка, певица. Она была тоже членом жюри. Она сказала, меня не устраивает этот голос. Пусть он разденется, я хочу знать, мужчина это или женщина. И думаю, что она ему поставила такой балл, который не дотянул до первой премии. Когда на заключительном концерте пел, все равно он имел самый большой успех. Потому что он покоряет тембром своего голоса, мощью своего голоса и своим проникновенным исполнением. Но он своенравный мальчик. Притом не все ему удается. Больше всего показывает и чувствует он классическую музыку, ораториальную, кантаты. Вот это ему ближе всего. А вот что такое меццо-сопрано, это мой первый вопрос. И второй вопрос. Расскажите про вашу встречу с Рихтером, пожалуйста, Александр. Ну, это была одна встреча всего лишь, да, но очень такая яркая, потому что мне было 15 лет, а я учился в городе Улан-Удэ в музыкальном училище. Моя одна родственница, она... Да, и Рихтер тогда поехал по всей стране, у него были гастроли, по-моему, в Японию, и он на машине через всю страну ехал туда и обратно, и по пути в крупных городах играл концерты. Вот. И в том числе он приезжал через город Улан-Удэ.
И вот моя эта родственница, она была одной из организаторов вот этих выступлений имени в Улан-Удэ в оперном театре. Ну, естественно. Вы учились, вы же в Алмате жили. Нет, в Алмату я поступал в консерваторию в свое время. Все понятно. Да, и друзья оттуда, да, таким образом, у меня друзья. А учился в училище. У меня папа был военный, поэтому мы в то время жили как раз в Улан-Удэ, и поэтому я там учился, в музыкальном училище. Так вот, моя вот эта родственница говорит: ты пойдешь на концерт? А для меня в 15 лет это был такой кумир. Вдруг приезжает Рихтер, то есть это сродни с снисхождением божества какого-то, да, на землю. Вот, и я пришел на этот концерт. Что мы обычно после концерта делаем? Берем автографы. И я взял вот такую библиотеку из дома, чтобы он мне везде расписался. Мы послушали этот концерт, меня подводят к нему, знакомят. Нас мало допустили, там буквально человека 4 к нему за кулисы. Я понял, что... Я помню до сих пор, какая у него большая рука, потому что так моя рука тоже не очень маленькая, в общем, прям утонула в его лапе. И он Легкой руки вы стали пианистом, профессиональным пианистом? Ну, наверное, в том числе, хотя я уже учился на первом курсе музыкального училища, то есть уже проф, но тем не менее. Такие встречи для всех молодых людей, которые увлечены каким-то предметом, это, конечно, удивительно. И когда его директор увидел мою стопку этих нот, он у меня там стал ворчать: вот, что вы делаете, вы еще всю библиотеку из дома принесли. На что Рихтер сказал: нормально. И он везде, в каждом сборнике расписался автограф, и я потом их раздарил всем своим друзьям. Музыкант у меня один остался, Полонеза Шопена. И меня к нему запустили потом в гримерку. Мы с ним поговорили минут, наверное, 10-15. Это было очень много, потому что со всеми он так обычно сразу же расставался. Вот, а со мной, как с молодым человеком, который музыкой увлекается, с горящими глазами, по 15 лет. Мы с ним долго говорили про то, что я играю, что я играю второй концерт Чайковского, ну и так далее. Но довольно он же тоже играл Баха, и он притом обрабатывал, да, перерабатывал свои какие-то вот... Нет, ну смотри, у него же запись есть целиком ХТК, то есть оригинальное сочинение для клавира Баха. Да. Он играл концерты, конечно, его клавирные. Я вот не помню, есть ли у него запись «Искусство фуги», вернее, Гольберг вариаций. Сейчас не помню, если честно. Обработки, транскрипции, если вы имеете в виду фортепианные. Вот мне сейчас на ум не приходит. Сами на органе играете или пробовали? Нет. Нет. Пробовал, на клавесине пробовал, но я все-таки для рояля сделал. Для меня больше вот это все подходит. Хотя интересно. Мне кажется, любой профессиональный пианист, он всегда пробовал играть на клавесине. Вы пробовали? Пробовал, но это своя технология, потому что опираться надо, чисто технически, другие приемы немножечко, поэтому этому тоже на самом деле надо учиться. Ты можешь сесть на клавесине, конечно, наиграть что-то там и поиграть, но там есть такие тонкости, которые тоже надо, короче говоря, учиться и нарабатывать навык. Особенно на органе, там же ножные педали, и довольно виртуозно надо вот это суметь 2 руки, и эти педали, поэтому этому учат отдельно. При Бахе орган еще и был домашним. И не только при Бахе, и потом в домах очень много, особенно в европейских домах, да и в русских стояли. У Чайковского был домашний орган, например. Поэтому и физгармонии, да, вот были, которые имитируют органный звук. Так что... Как меццо-сопрано. Что такое меццо-сопрано? Рустам. Скажи. Меццо-сопрано – это, я всегда говорю, что это такой голос между сопрано и сопрано. То есть это среднее сопрано. Среднее сопрано. В переводе. Меццо. Понимаете, да, даже сравнивать его с альтом или контральто даже не стоит, потому что это тоже сопрано, но более плотное, и чуть-чуть по тесситуре, хотя по тесситуре они очень похожи. По диапазону, по тесситуре они очень похожи. А у вас верхи какие? У вас тоже меццо-сопрано? Наверное. Нет, у меня контртенор. Не, тесситурно, конечно, это сопрано. Если говорить без привязки к гендеру, а просто... Тесситура у меня альтовая тесситура. Контральтовая.
Все, контральтона, как у Эрика Курмангалиева. Да. Мы, просто у меня поплотнее голос, у Эрика Чуть полегче. был более полегче, но это физиология, да, вы же понимаете, голос наш зависит. По... И это еще и характер. Как у меня объяснял мой педагог по консерваторскому мастерству, что тембр часто определяет характер человека. Не знаю, насколько это верно. Может быть. Вот. Поэтому это такой средний промежуточный голос между двумя сопранами. Вот, именно меццо-сопрано. Мне думается, что он абсолютно верно проникает в музыку Баха. Он поет это всегда небольшим звуком. То, как поют немцы. Все-таки мы должны ориентироваться в исполнении Баха на немцев. И он, по-моему, очень проникновенно и точно попадает в исполнение баховских произведений. Полифония — это, по сути дела, гармония, да? Гармония, вот когда люди поют хором, как вы сказали, они должны гармонично сочетаться, это, во-первых. И сама по себе полифония, она внутри тоже какая-то существует гармония, да, на уровне там нот или что, я не совсем Ну, понимаю. смотрите, конечно, когда Бах, например, если мы сейчас говорим о Бахе, писал фугу четырехголосную, смотрите, каждый из четырех голосов самостоятелен, развит. В нем нет там каких-то второстепенностей. Но при этом это как горизонталь. Ну, по вертикали, конечно, гармонические сочетания должны быть. То есть тоника, доминанта, субдоминанта, двойная доминанта, все вот функции классической гармонии, да, в соответствии с этим, конечно, писалось, чтобы была логика развития гармоническая, да. Потому что у нас же есть два понятия: гомофония и полифония. Гомофония – это когда верхний голос, а нижние голоса просто ему аккомпанируют, как бы второстепенные. А в полифонии все важно. Почему я этот вопрос задела по поводу полифонии? Я заметила, что у Димаша был такой преподаватель Кенез Дусикеев. Так получилось, что Кенез Дусикеев преподавал у Димаша тогда, когда уже поработал долгое время на административной работе, а потом вот его пригласили в вузе. И так получилось, что он преподавал именно у Димаша. Кенез Дусикеев известен, он известный композитор, народный артист Казахстана. И вот он говорил, что самое главное, чтобы мои студенты хорошо знали классику. Третий концерт для фортепиано с оркестром, для рояля с оркестром Рахманинова. Это же вариации на тему Паганини. Да, разбирали. Да, это мы постоянно, это классику мы постоянно разбираем. На этом учиться надо. Да, конечно. Они должны базовое классическое образование получить. Это здорово. Это самое главное. Я думаю, что Димаш очень хорошо обладает знаниями классическими. Вот это вот полифония. Димаш исполняет, я знаю только две оперные партии, которые он исполняет. Это «Искатели жемчуга». дуэт цветов. Не знаю, «Искатели жемчуга». Это дуэт цветов называется, да? Лакме, это опера Лакме. Да. Опера Лакме. Там полифония? Там полифония? Нет, Нет. это дуэт.
Но это же тоже полифония. Получается, два Нет, человека поют. Это хор уже. нет, А, это просто дуэт с аккомпанементом. Ну, для меня это полифония. Я поняла. Нет, ну если говорить широко Ну, о полифония полифонии, двух голосов. Полифония двух голосов. Двух самостоятельных голосов. Один голос низкий, а второй голос верхний. или, Есть вот или так. можно сказать полифонический элемент. Да, да. Ну То вот, есть не в чистом я виде попала в полифония. цель. Я, оказывается, попала в цель. Или вот когда он пел с Пласидо Доминго, это же тоже полифония. Голос Пласидо Доминго и Димаша. Разве нет? Нет, если говорить широко о полифонии, ну, наверное, можно так сказать. Но если говорить технически, как музыковедчески, полифония назвать это нельзя. Как музыкальный материал, если мы будем Да. разбирать, да. Вот. Но можно сказать, что это, да, полифонический элемент, потому что, смотрите, если говорить, опять широко, у Димаша свой тембр самостоятельный, у Доминго свой тембр, своя партия, да. Ну, в широком смысле, да, можно сказать, что они выдерживают полифонический принцип Да. исполнения. Ну, вот что интересно, он все время тянется к полифонии. Он сколько бы раз я не видела. Он постоянно идет к каким-то дуэтам. Но это, наверное, не зря какая-то такая тенденция, что он хочет петь дуэтом. Как вы думаете, почему? Нет, с любой полифонией вряд ли это связано. Просто это очень интересно с точки зрения исполнителя, спеть дуэтом. Да, они же могут петь о чем-то разном, да, по теме. Один другому вторит, например, там, еще что-то. Вот мы тоже же у нас Ну, дуэт. надо тоже дуэт. Да. И у каждого своя задача. Ну, тоже это интересно. Просто вот выступать не как солист в чистом виде, а вот именно в дуэте. Ну, а потом, Правильно. вот смотрите, если мы берем великих певцов, там, как Фредди Меркьюри, да, там, как Уитни Хьюстон и многие певцы эстрады, да, я не беру про классика, они-то тоже исполняли со многими оперными певцами. Вот, допустим, у меня был шикарный концерт, где Паваротти, в гостях у Паваротти, где он пел современную музыку и классическую музыку с разными певцами, от, допустим, певцов-классиков до певцов тяжелого рока. И вы это можете услышать, это записи есть. По-моему, 90-х годов это потрясающе. Человек с академической манерой исполняет с разными певцами, которые обладают разными вокальными голосами, да, там кто-то тенор, кто-то баритон, кто-то вообще там что-то просто говорит и так далее, да. Это очень интересное сочетание, поэтому, мне кажется, Димашу здесь интересно сочетание своего голоса, насколько оно интересно звучит с разными другими голосами. С чисто оперной Да. манерой пения, и как у Димаша. Я думаю, здесь просто для него интересно сочетание своего голоса с разными другими голосами и манерой исполнения, и стилями. Начал первый, кто у нас, Фредди Меркьюри с Кабалье. Наш Барселона. Эрик пел с Кармухиной этот романс, как его там. Вы не придете вновь. Да, Кармухина как бы практически рок-певица, и Эрик. У них есть известная запись. Лариса Рудакова, у нее был целый тур с Басковым, она там вставляла и «Царицу ночи», и там что-то еще. Да? Таких примеров много, да, такой синтез искусств, да, вот разные. Да? Что насчет «Ловец жемчуга» это что? Что за произведение? Это Бизе. То, что они пели с Доминго. Дуэт. А, вы это имеете в виду? Но он еще Да, так Моцарта.
Димаш пел Моцарта, если вы помните, он пел, но это была такая шутка, он пел не на сцене, он пел в каком-то подъезде, это была, значит, это был Моцарт, «Царица ночи». Ну, вы, Ну, наверное, знаете, я не слушал, я Я не не слушал, слышал. интересно, да, было бы послушать. я думаю, что Димаш тоже стремится к какой-то полифонии, оперном своем пении. Я думаю, что Димаш очень любит Баха. Почему-то подсознательно я чувствую, что он тянется к полифонии и тянется к... Когда-нибудь, может быть, мы услышим из его уст на большой сцене, как он... Ну, знаете, наверняка, учитывая его голосовые данные, да, Димаш, наверняка можно найти какой-то репертуар из сочинения Баха, сделать красивую обработку. Не Да. обязательно же петь в академической манере, правильно? Ведь у него другая задача просто. И можно сделать чудесный клип Да. на одну из прекраснейших мелодий Да. Баха, которые ему подходят. Пусть это будет даже инструментальная какая-то вещь. Да, транскрипция. Транскрипция. Кстати, хорошая идея, надо ему... Мы подсказываем. Подсказываем. Да, мы ему подсказываем, это здорово. Это здорово, когда ему подсказывают профессионалы. Потому что я думаю, что это дорогого стоит, когда... И можно делать хит. Да, да. На самом деле, такой, это даже необычно. Вы, наверное, наблюдаете, такой сейчас резонанс идет большой по поводу судебного процесса. В Казахстане сейчас идет судебный процесс над Бишимбаевым. Вот я Да. Александр точно смотрит, потому что все-таки Александр с Казахстана. Рустам, а вы наблюдаете за этим процессом? Сейчас такой большой резонанс идет. Вот буквально 2 недели. Убили девушку, да. Ну, да, я так посмотрел, конечно. Очень, очень жаль, что... Какие бы ни были причины Да. финала этого происшествия, это чудовищно. Я очень рад, на самом деле, что мы, конечно, не знаем всей подоплеки, но это может быть и не важно в данном случае. Человек убил другого человека. И я очень рад, что вот правительство Казахстана все-таки решили этот закон о насилии, чтобы он действовал. Я не знаю, он сейчас введен в действие или нет, но это, мне кажется, в любой стране актуально. Ну вот сегодня только говорили, что статистика показывает следующее, что триггерит именно российское общество. И на первом месте Москва смотрит этот судебный процесс, этот открытый судебный процесс. Потому что у нас-то большая проблема, ведь об этом все говорят, правозащитники. Да и сколько я вот раньше жил в Сибири, там, да, в далекой, и у меня родственники там очень много живут, то есть я много где бывал. Эта проблема у многих семей возникает, что муж или даже, может быть, жена, тоже такое возможно. Тут не важно, кто кого, да, это, в принципе, отвратительно, когда человек поднимает руку на другого человека. Неважно, муж с женой, или вы просто любовники, или вы просто друзья, или там где-то в метро ты кому-то начистил, да, физиономию. То есть, в принципе, сама проблематика насилия очень актуальная. А уж мне теперь понятно, почему Москва, как говорите, триггерит. Да, это большая проблема. Ну и как вы думаете, сколько он должен получить? Пожизненное или ему дадут, допустим, 15 лет? Вы знаете, вот мое мнение к системам вот этим вот тюремным, как там есть общий термин такой, я не очень верю в исправительный, так сказать, момент. Может быть, этот человек уже в аду находится, да? То есть давать ему пожизненное или там убийство, или сколько-то лет, ну, наверное, он должен отсидеть сколько-то лет, да? Вот. Но будет ли это ему полезно, я не знаю. А для меня, допустим, какой мы вывод из этого извлечем? И он какой вывод извлечем? Ну, у него-то понятно, это может быть пожизненно и так далее. Потому что очень много семей, которые, особенно женщин, которые допускают избиение. Понимаете, мне кажется, здесь надо все-таки понять, что женщина должна
И как и мужчина нести ответственность. Это обоюдно, конечно. Обоюдно, Да. понимаете? И вот этот случай должен, мне кажется, для многих стать последним, чтобы у нас в стране такого безобразия не продолжалось больше. Вот это домашнее насилие и издевательство друг над другом. Вот мне кажется, вот это главное, чтобы завершить это и как-то все это узаконить, и чтобы население было защищено Именно законом. законом, И понимаете? чтобы женщина избитая не боялась обратиться Да. в полицию местную. И многие же скрывают, ну, типа, знаете, как бьет, значит, любит. Значит, любит. Это вот у нас Свое важно. мы сами разберемся. Но вот, Да. вот такой случай. Убийство ничего не может оправдать. Чтобы в дальнейшем не Да. допускались такие больше моменты. Вот что я считаю главное. Потому что, понимаете, любая шумиха, она через какое-то время у нас затихает, и мы забываем про это. Вот у нас такой человек, мы такие люди сами по себе. Убили, все, через год мы это забыли. И опять, через какое-то время, опять эта история продолжается. И вот мне хотелось бы, чтобы люди задумались. И наши власти задумались над тем, чтобы таких больше историй у нас в стране, в России не было. Чтобы мы, наконец-то, друг другу уважали и были защищены. И наши права были защищены, как граждан, как население. Да, вы это правильно сказали, это вы точно. Скажите, пожалуйста, давайте мы сейчас завершим наше, да, общение. Ну, наверное, мы же сегодня не зря говорим о Бахе. Давайте завершим Бахом. Как вы думаете, вот сейчас Бах актуален в наше время? А вы знаете, такая великая музыка, вот, бесконечная и вселенского масштаба. Вы знаете, помните случай, когда правительство Америки, по-моему, отправили космический корабль в космос в надежде, что этот космический корабль найдет какую-то цивилизацию неземную. И туда включили все достижения человечества. И в том числе включили чекону Баха. Как то показывает, чего человечество ментально, духовно, земляне достигли, вот, в том числе в лице Иоганна Себастьяна Баха. Так что актуально. Это всегда актуально. А вы знаете, что Бах собирал, у него уже была большая коллекция гравюр, которая потом перешло по наследию его сыновьям. И там были все его современники любимые. То есть мы сейчас фотографии собираем, а у него были гравюры собраны. И эта коллекция, к счастью, существует. И вот я смотрю, у вас там где-то мелькал какой-то портретик на майке. Видите, на носители разные. Вот теперь такие носители, да. Чудесный портрет. Маш? Да, у нас вот теперь... Димаш. Да. Отлично. Спасибо, что заметили. Время меняется, носители тоже меняются, да, наших любимых каких-то известных людей. Спасибо большое за этот великолепный подкаст, потому что Бах, он всегда на самом деле будет актуален. И бесконечно можно говорить о нем. О нем говорить. Мы сегодня попробовали говорить с точки зрения именно контртенора. И у нас такая специфическая тема сегодня получилась. Мы не просто говорили о Бахе, мы говорили с точки зрения контртенора. Как исполнитель. Да, мы как исполнитель. Как исполнителя произведений Баха именно в контртеноровых композициях. Вот. Я очень благодарю вас, Рустам и Александр. Спасибо. Вас благодарю, потому что я думаю, что сейчас будет очень много комментариев после нашего разговора. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, нам очень интересно читать ваши комментарии. И еще, дорогие друзья, небольшая реклама. С сегодняшнего дня мы, значит, с Гульнарой Кадырбек вводим такие вот лекции. Гульнара вводит лекцию о том, как добиться семейного счастья с помощью ретритов. Она с супругом вместе разработала вот такой курс. А я ввела новый курс, который называется «Как воспитать ребенка так, чтобы он поступил в американский вуз». А это очень большая дорога.
Я вот как мама могу рассказать, и вот даже делаю специальный курс на эту тему, рассказываю, Очень интересно. Интересно. Да. как ребенка готовить к тому, чтобы он поступил именно в американский вуз. А это, знаете, это какая-то настроенность должна быть, определенность. М. Вот. Поэтому, друзья мои, это все будет под видео. Все, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо огромное Спасибо за беседу, огромное. и всем привет большой. Всем привет и слушайте музыку Баха. Она будет вам дарить любовь и очищать ваши души. И просим Димаша подобрать репертуарчик баховский. Это здорово. Если Димаш споет Баха, это все. Это какое-то знаковое событие будет для нас, для всех, честное слово, потому что мы увидим уже Димаша в другом каком-то ракурсе. А я могу сказать, что он бы прекрасно бы спел «Ава Мария» Баха Гуно. Мне кажется, это будет очень здорово. Правда? Надо подсказать. Да, «Ава Мария» Бах Гуно. Вот. Это первый номер ХТК до мажорный, где Гуно сделал мелодическую линию, и при этом в целом это гениально. Она достаточно популярная, Мега вот, популярная. мега популярная. И мне кажется, Димаш это прекрасно мог бы спеть. А в вашем репертуаре есть эта песня? Есть, но я ее не пою, потому что для меня это ХТК. Вот серьезно. Хотя меня очень многие ее просят спеть. И пару раз было, да, когда я исполнял Баха Гуно. Да. Ну, Гуно это сделал гениально, я считаю. Гениально, да. Он сделал мелодическую линию определенную. Такая транскрипция Да, получилась. транскрипция, да. А что такое ХТК? Вот. Это хорошо оперированный клавир, который писал Бах в двух томах, там 48 прелюдий и фуг. Да. Во всех тональностях. Да, да. И вот как раз вот этот первый номер, до мажорный, прелюдия, вот на нее Гуно, Шарль Гуно написал мелодическую линию. И в целом назвал «Ава Мария». Я думаю, что если Димаш это споет, мне кажется, это будет гениально. Да, может быть. Может быть, когда-нибудь он споет, да, эту песню. Спасибо большое вам. Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Да.